Не вижу пока, включился или нет. Чтобы сказать вам привет, не вижу пока. Сейчас. Всем привет, кто заходит. Привет, привет. С новой субботой вас. Да, вот вижу, что теперь все включилось. Так, та-та-та-та-та. Сейчас я тут уберу звук. Так, ну что, приступим, девчонки и мальчишки. Ой, сейчас я зажгу свечку. Сейчас я вам подсказки буду давать. Смотрите, какая у меня свечка большая. Свечка у нас горит, зажгли. Сейчас будем все смотреть. Фу-фу, дым тут надымило. Здравствуйте. Да, я крашусь постоянно. Как только отрастают корни, я тут же крашусь в какой-нибудь цвет. Я уже краску купила. Как только отрастут, я уже покрашу дальше. Чуть светлее опять корни. Так что я дам. Спасибо. Если нужны подсказки, пишите подсказки. Я уже, кстати, видела, что там донатик один прилетел. Я пока включала, смотрю, кто-то уже зашел, отправил. Вопрос. Не знаю, этот человек сейчас в эфире или нет. Мне, как всегда, места не хватает. Ну что, давайте приступим. Кому нужны подсказки, пишите подсказки или подсказка. Если одна подсказка, то будет на такой колоде. Если подсказки, то на всех 5. Вот. Так что такие дела. Ну что, посмотрим тогда донат сначала, раз уж он уже у меня тут есть. А потом будем подсказки. Да, пишите мне, если нужны подсказки. Будут общие раскладики тоже. По 10 посланий из будущего будет тоже, посмотрим. Так, сейчас давайте... Не знаю, человек здесь или нет, если что, посмотрит записи. Так, здесь Ольга мне написала. Вот. Новый знакомый. Будет ли у вас встреча? Ольга, смотрим ваш вопрос. Да, такой шанс есть. Встреча должна состояться. Видите, вам дается шанс, которым вы воспользуетесь или не воспользуетесь. То есть вы можете отказаться. Но этот шанс есть, встреча возможна очень даже. Встреча должна состояться. Вы ее ждете, я бы так сказала. А вот тут зависит от вас. Смотрите, встреча состоится, если вы этого хотите. Если вы отмените ее, то ее не будет. То есть здесь все в ваших руках. Да, и не нужно сомневаться, не сомневайтесь. Решились на встречу, отлично, встреча будет. Что из этого может получиться? Вскроется какой-то обман, что-то тайное вы узнаете. Знаете, что-то такое, чего вы не знали. Вы не знаете этого еще, но навстречу пойдите, потому что узнать то, чего вы не знаете, это интересно. Что-то вы узнаете. Добрый вечер, Ирина. Сейчас я донатик смотрю. Здесь человек что-то узнает, когда идет на эту встречу. Касаемо кого, чего... Вы узнаете, знаете, какая-то новость, что-то узнаете насчет вашего представления о семейных ценностях, семейных отношениях, вашего будущего. Здесь, возможно, о родственниках, о друзьях, о знакомых. Может быть, об этом человеке что-то узнаете, его представление о семейных ценностях, почему он вернулся, почему он захотел встретиться. То, чего вы не знали, узнаете. Это очень интересно. Сходите обязательно. Так, ну что же, так, да, ну вот вы узнали, да, как бы серьезные отношения могут получиться. О, да, смотрите, могут получиться у вас какие-то серьезные отношения могут получиться. Какие-то стабильные, когда вы будете с женой и мамой, ребеночек, возможно, тоже в этих отношениях.
Что может получиться? Может получиться свадьба, семейная. Вы можете жить вместе, начать жить вместе. Вы, кстати, не случайно он встретился, не случайно вы пересеклись с этим человеком. Даргрейн, да, донатик, сейчас отвечаю. Вот. То есть здесь человек пришел для семейных отношений в вашу жизнь, чтобы у вас была возможность создать стабильные семейные отношения. Здесь вы можете жить вместе, начать, да. Очень большой шанс на серьезные отношения с этим человеком. Но здесь человеку, очень, смотрите, здесь человек будет в разных энергиях. Он будет разным, он в разных ситуациях будет по-разному, но вот он с вами, возможно, будет так помягче, да, помягче, такой домашний, семейный, но вот эти вот сложности и трудности он возьмет на себя, он готов взять ответственность, вот, и решать какие-то ваши вопросы, да, ну как бы вот он встреча, хочет встретиться. Так что с этим человеком вы можете, Ольга, создать серьезные отношения. У вас, знаете, какой-то будет разговор, общение, вы поймете, что он хотел бы в семейных отношениях, какое будущее он хотел бы. Он как-то это вам расскажет, покажет, вы поймете по его действиям. Здесь возможны серьезные отношения. Здесь даже смотрите на дне колоды. Здесь официально можете расписаться, да. Официально стать его женой. Тут как бы, ну, пожалуйста, здесь шанс. Здесь с самого начала выпадает тот шанс, который вы или берете, или нет. Но это такой шанс, который лучше вам взять, потому что вы заслужили. Здесь как-то так. Вы заслужили этот шанс, поэтому воспользуйтесь, пожалуйста. Вот. Здесь очень даже возможно хорошие отношения. Давайте вам подсказку посмотрим. Встречаетесь. Так, посмотрим для Ольги подсказку на ваш вопрос. Относитесь ко всему с чувством юмора. Видите, с чувством юмора относитесь ко всему легче, с чувством юмора. Настройтесь, что будет все хорошо. Здесь так. Хорошие такие энергии. Это как бы начало, да, но очень даже все может получиться. Так что здорово. Спасибо, Ольга, за ваш вопрос. Давайте сейчас вернемся к чату. Так, я сейчас вот это вот тра-та-там-тарам сделаю, а то я все время забываю. Все, ссылку разместила. Так, давайте теперь смотреть подсказки. Аннет, добрый вечер. Подсказки на всех. Давайте для Ирины сначала, да? Вот. Давайте. Непростая неделя планируется у Ирины. Сейчас мы посмотрим. Донатик, Даргрейн. Еще один донатик. Сейчас я подсказку уже для Ирины мешаю, потом гляну. Хорошо, сейчас. Для Ирины подсказка. Забудьте о страхах и сомнениях. Так что забудьте о страхах и сомнениях. Не накручивайте себя. Вы просто берите и делайте, не думайте. Так, Ирина. Подсказка. С легкостью отказывайтесь от всего, что не идет вам на пользу. С легкостью отказывайтесь от всего, что не идет вам на пользу. В общем, вы знаете, что это может быть. Может быть, еще какие-то ситуации будут или какие-то моменты, когда вас будут соблазнять там на какие-то «давай на ночь торт съедим». Вы такая «нет, лучше утром». Так, для Ирины. Будьте счастливы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Все возможно. Хорошая подсказка, актуальная, да, отлично. Для Ирины подсказочка. Ой, извинись, серьезно, просто сделай это. Подумайте, кому вы там на ногу наступили, или я не знаю, извиниться надо, за что там, что такое происходит. Ставьте лайки, мне будет очень приятно, кстати. Вот так, для Ирины послание из будущего. Оставь это в прошлом.
Пришло время отпустить эту ситуацию. Двигайся дальше. Видите? Что-то у вас уже заканчивается, вы можете это отпустить. И идти дальше уже без багажа. Легко так. Тырын-тырын-тырын. Вот. Давайте сейчас посмотрю донатик. Ой, а здесь 2 донатика. Давайте сейчас посмотрим донатики. Спасибо, Ирина, вам, что пришли на эфир. А дальше будем смотреть. Так, дальше Дарья, а потом Анет. Смотрим для Дарьи. Насколько он серьезно настроен. Не все так плохо. Спасибо большое. Удачной, позитивной недели. И вам тоже, Ирина. Позитивной недели. Пусть все получится. Главное — настрой. Ой, насколько он серьезно настроен. Смотрите. Ну, он как-то решительно настроен, конечно. Он какое-то решение принял. Так, какое именно? Он принял решение, что на расстоянии все-таки не преодолеть. Он в мыслях думает о том, что слишком между вами большая пропасть, как бы вот. В чем это выражается? Но в том, что вы не можете встречаться. Вы не можете. Нет, встречи невозможны, свидания, хотелось бы романтики, невозможны. Как бы вот вы недоступны для того, чтобы встретиться, встретить рассветы, закаты, погулять, потанцевать, выпить. Как бы вот это невозможно. Вот. И что он планирует так насчет вас-то? Вообще, перед тем, как двигаться дальше, да, он бы хотел встретиться, не знаю как, но вот он хотел бы приехать лично, сказать вам, поговорить с вами вот об этом, что-то вам сообщить. Но это для него очень тяжело. Хотел бы преодолеть расстояние, которое между вами. Я бы не сказала, что он настроен серьезно, он тут не настроен серьезно, он настроен на легкие отношения. Почему? Потому что он знает, что вы не свободны. Вот. У него есть такое представление, что у вас кто-то есть, и между вами вот эта вот пропасть, вот это расстояние, это ненадежные отношения. То есть он понимает, что он может приехать, как бы, хотя это тяжело, но так вот, чтобы просто встретиться, поболтать, хорошо время провести вместе, да, а потом как бы дальше уехать и быть одному, да, вот вы встретились, повеселились, все классно, и все, он дальше опять холостяк пошел обратно в свой домик. Вообще, будет ли он что-то делать для вас? Ой, смотрите, какая карта. Будет ли он что-то делать для вас? Он как-то решил, что он не будет пока ничего делать. Он закрылся. Он принял решение, что просто отношения невозможны, потому что невозможны свидания и встречи. А для него это важно. То есть, если люди хотят построить отношения, они должны быть вместе. А здесь как бы это невозможно. Поэтому он не настроен серьезно. И ничего делать не будет. Даже чувства свои будет закрывать. И, возможно, может вам какое-то время не писать. Могут быть паузы, потом опять может что-то писать, потом опять может закрываться вот так вот. Обдумать что-то. Если у вас будущее, ну вот и между вами есть будущее, но знаете какое? Когда каждый знает достоинства и недостатки другого человека. То есть он знает о ваших отношениях, вы знаете о его отношениях. То есть тут даже может такое быть, что вы можете быть вместе, но в то же время каждый может иметь своего партнера. Вот так вот. Здесь вместе, когда вы знаете недостатки друг друга. Есть такая возможность. Когда вы будете принимать эти недостатки, когда оба согласны на такие условия, то да, вы можете быть вместе. Но он пока не готов. Его мысли...
Он бы хотел вам сказать много чего нежного, романтичного, но его останавливает то, что как бы это делать не стоит. Потому что какие-то моральные принципы его останавливают. Потому что здесь получается 3 человека, 3. А он хотел бы быть, и вот он бы проявился, если бы вот мог быть с вами. Вечером забежать чайку попить, да, поболтать, обсудить, как день прошел. Вот это да. Что у него еще в мыслях? Что с вами классно. Что вы такая женщина, с которой ему хорошо, с которой он получает наслаждение от общения, от вот вашего, вот, от вашей энергии, вот, от того, что он чувствует, что вы рядом, когда вы болтаете, да, вот это вот ощущение общения с вами, вот эта энергия, которая идет от вас. Ему очень нравится, ему очень комфортно с вами. От этого он кайфует, ему нравится это. Так. Но в чувствах он закрыт, он свое сердце старается держать на замке, чувства здесь нету, здесь мысли, разум, потому что он свое чувство оберегает от того, чтобы ему сделали больно. Он не хочет влюбиться, потому что он знает, как это может быть больно. То есть он не видит будущего, поэтому он свои чувства закрыл. Очень много мыслей, у него очень много мыслей о принятии решения, о том, чтобы вам что-то сказать, что-то он вам хочет сказать. Скажет ли он это? Но не скоро он вам скажет об этом. О своих мыслях он скажет не скоро, что его очень сильно расстраивает, кстати. Когда он вам может сказать, когда сделать определенный выбор, когда вы сможете встретиться, скорее всего, и поговорить, когда этот выбор его удовлетворит. Какое-то решение принято. Он свое сердце защищает. Здесь нету прям вот, что он показывает чувства. Если здесь хотите строить отношения, то здесь нужно строить отношения не так, как раньше. Не так, как раньше вы выстраивали. Здесь или нужно перестать бороться с собой, или обманывать себя, да, то, что вот это все далеко, на расстоянии, что это просто, знаете, здесь как будто такие мысли, что тянет только потому, что нельзя, то, что запретный плод, то, что далеко. То есть, вот, только поэтому. А на самом деле между вами возможны отношения, но их надо начинать с нуля, над ними надо работать. Здесь так. Он может приехать, он думает об этом, чтобы приехать. Но видите, пока что делать ничего не будет, так что поездки, так как понимаю, я не будет. Но хотелось бы ему лично встретиться. В общем, ну что-то, он какое-то решение примет, он что-то вам скажет. Сердце так сразу он вам не откроет, так сейчас прям. Это не скоро случится. Или он скажет вам все, когда вы встретитесь лично, или не скоро. Или не скоро. Должно время пройти много. Он не может полностью открыться, потому что он знает, что слишком большое расстояние, вы не свободны. Он сам не знает, какое будущее может быть между вами, он не видит этого. Ой, смотрите, подсказка перевернулась. Ищите помощь на стороне насчет вашего вопроса. Ищите помощь на стороне. Еще подсказка. Позвольте себе быть не идеальной. Позвольте себе быть не идеальной. И ищите помощь на стороне. Вот какие-то такие 2 подсказки. Вам бы встретиться, да поговорить, вот это было бы идеально. Ну, может быть, это невозможно, но вот это было бы идеально для вас. Чтобы вот понять, решить и вообще и закрыть это, или как бы подумать о том, что делать дальше. Вот. Давайте дальше посмотрим. Аннет. Мысли, его мысли о вас сегодня. Оксана, здравствуйте.
Оксана, Ксения, здравствуйте, здравствуйте. Кому нужны подсказки, пишите подсказка или подсказки, да, и я потом вернусь и буду читать комментарии. Пока что мы донатики. Донатики отвечаем. Его мысли о вас сегодня. Для Аннет. Для Аннет. Какие у него мысли? Смотрите, мысли точно у него есть. Очень много. Его очень расстраивает, что между вами расстояние и пропасть, что вообще огромное. И он очень много мечтает. Мысли о мечтах, о будущем, о том, как он хотел бы, чтобы ваши отношения складывались. И о том, что невозможно быть рядом, что, возможно, не хватает финансов в каких-то вопросах, чтобы осуществить вот эти вот мечты касаемо вас, не хватает денег. Здесь финансовый вопрос его вот сейчас, вот на данный момент, больше всего волнует. Финансовый вопрос, чтобы дать вам вот эти вот, чтобы как волшебник, дорогая, что ты хочешь? И вы такая, вот это. А он такой, раз вам и вот и купил, да, подарил. То есть вот это вот, у него сейчас мысли об этом, не хватает денег на воплощение мечт ваших для вас, чтобы вам было хорошо. Сейчас об этом думает. Так, все-таки о вас какие мысли еще? Знаете, у него есть такое, что он думает, что что-то ему не ясно. Он думает так в голове, что-то ему не все известно. Чтобы получить, знаете, желаемое, как будто ему не хватает знаний. Чтобы получить желаемое, чтобы быть с вами, чтобы заботиться о вас, да, ему как будто никаких-то знаний не хватает, чего-то не хватает. К интуиции он прислушивается, но вот четких знаний нету. Как будто здесь что-то еще, здесь можно что-то найти, здесь есть где-то выход, что-то тут вот еще должно быть, но не может он этого найти. Вот видите, чтобы принять решение, ему не хватает каких-то знаний, чтобы что-то начать, чтобы что-то сделать, какой-то информации ему не хватает. А ему просто достаточно перестать сомневаться, потому что он знает, у него в планах уже есть, он уже знает, что нужно делать. Ему просто нужно перестать сомневаться и никого не слушать. Потому что, может быть, кто-то говорит ему, пугает, стращает, то, что вот здесь лучше, там плохо, а там вдруг тебе будет тяжело. То есть с благими намерениями вроде бы, да, откуда ты знаешь, что там будет так, вот, а тут так. То есть немножко сомнений могут быть, он может бояться, страхи могут на него накатить вечером так, да. Он думает, что что-то вот еще надо. А на самом деле все уже тут есть. Планы, иди вперед, как бы. Он все как бы знает. Вот. Чтобы он был рядом, да. О практиках. Вот может быть вот мистических знаний. Может быть, он, кстати, об этом и задумался, о мистических знаниях. Потому что он хочет то, что он хочет реализовать, вот ему как будто чего-то не хватает. Может быть, он и примет решение, прислушается к вам и начнет что-то такое изучать. То есть что-то тайное, которое он не знает, но это как будто ему должно помочь. Вот. Очень много думает, очень много мыслей. Что он еще думает о вас? Он думает, что вы его судьба. Что вы его судьба, и он хочет от вас ребенка. Вот, он хотел бы видеть в вашем ребенке вас, себя, будущее. Очень хотел бы семейного, теплого счастья вот с вами. Вот, очень хотел бы. Думает о детях, о ребенке. О том, что вы его родная душа.
Он еще, знаете, хотел бы вам сказать, чтобы вы никогда не, вот смотрите, никогда не идите против себя. Если вы чего-то хотите в жизни, то добивайтесь этого. Если в карьере, неважно, вот ваши желания, вы не должны забивать на свои желания. Вы не должны отказываться от своих желаний. Даже если вы одна, вы сможете все, как бы не отказывайтесь от своих желаний, добиться желаемого, продвинуться по службе, да, какой-то карьеры, свое дело, заработать деньги. Не отказывайтесь от этого, не отказывайтесь. Вы справитесь, говорит, вы справитесь. Даже если его, ну вот когда его нет рядом, не нужно отчаиваться, вы справитесь со всем. Ой, как он бы хотел, чтобы этот вопрос решился, и наконец-то вы видите, приехали друг к другу и вместе уже стали жить. Он уже вот эта ситуация, которая вот это вот колебание переезда, поездки, когда уже, да, вот это вот ожидание, он уже, конечно, устал ждать, и он хотел бы уже, чтобы вы были его, с ним, чтобы вы вообще к нему бы приехали, и вот ему, он, знаете, как хотел бы? Он бы хотел бы, чтобы вы приехали к нему, и вы вместе бы ездили по всем этим делам. Хотел бы вас везде с собой. Как медведь Машу, да? Она залезла к нему там сзади, и вот он везде с ней. Вот он хотел бы везде с вами. Куда бы он ни поехал, он бы хотел бы, чтобы вы были рядом с ним. Да, чтобы вы его поддерживали. Ваша поддержка ему очень важна. То, что вот он старается, и вы тоже стараетесь, он это очень видит. То, что вот и ценит вашу поддержку. Вот. Да, но пока он, видите, он один, он весь в мыслях, он думает, как выйти из положения, как найти правильное решение, и он ищет решения не только такие, которые вот, как вот мы вот привыкли, да, он ищет еще решения разные, другие, под другим углом смотрит, как это можно решить, может быть, тут есть какие-то еще выходы, то есть он не ограничивает себя, он все рассматривает, все варианты рассматривает, вот, и вместе с тем, видите, нежные чувства. Все, что он рассматривает, все касается вас. Нежные чувства к вам, забота к вам. Вот. Да, не отказывайтесь ну, вот от этих мыслей, свое что-то, не отказывайтесь. Он бы не хотел, чтобы вы отказывались от этого. Он вам об этом говорит. Не разрушай свои мечты. Не нужно. У тебя все получится. Он прям поддерживает вас. Давайте подсказку посмотрим. Помогать финансово пока не может. Да, он старается, он ищет выход, чтобы помогать вам. Но, по крайней мере, он никогда не оставит попытки помогать вам. Он будет всегда искать выход, всегда будет стараться, всегда прям. Подсказка для вас. Аннет, подсказка. Развивайте свою интуицию. Развивайте свою интуицию. Она у вас и так хорошо работает, да? Ну, как бы развивайте. Продолжайте. Вот. Обращайте на нее внимание. Не отнекивайтесь. Но вам не просто так там что-то говорит. Благодарю вас, тоже благодарю, Аннет. Спасибо за ваш вопрос. Сейчас я дальше донатики гляну, и потом будем смотреть комментарии. Дальше у нас Ольга. Так, посмотрим. Так, смотрим для Ольги донатик. Что он думает о вас? Угу. Он насчет вас, он, знаете, сомневается, стоит, не стоит, нужно, не нужно, он колеблется. Он сейчас перед выбором стоит. Что он хочет? Он хотел бы восстановить то, что уже ушло. То, что вот вы расстались, то, что было в прошлом. Это как бы понятно, что все уже рухнуло, уже холодок такой, да, уже как бы прошлое бы оставить в прошлом, но он хотел бы восстановить, да, и вот он думает, вот это вот, сомневается, стоит, не стоит, как бы, как это сделать, почву проверяет, почву, как бы, возможно ли восстановить то, что в прошлом осталось. Так, что бы он хотел-то с вами? Что он думает? Он бы хотел работать над отношениями, да, он бы хотел бы вкладываться, чтобы вы были вместе. Но знаете, он бы хотел бы все-таки здесь какая-то выгода у него тоже есть. Хотел бы, чтобы отношения складывались так, как выгодно ему. А как выгодно ему, как он хочет.
Но он не хочет, чтобы его бросали, оставляли, делали ему больно. Он хочет начать все заново. Он хочет все то, что не получалось, оставить в прошлом и начать с нуля, да, новые отношения. Какие отношения? Ну, здесь, знаете, здесь смотрите. Здесь женщина его все-таки отправляет куда подальше. Ну, здесь какие отношения? Он бы хотел восстановить отношения, но как будто он вам предложит, а вы его отправите в сад. То есть не получится у него как будто... Привет, Лидик, да, быстро неделя прошла, да. Какие бы отношения... Ну, вот смотрите, Ольга, вот этот вот ваш мужчина, он хотел бы как-то к вам подкатить так, что вы такая, знаете, завидная, и все у вас получилось. Показал, что он любит, да, что все заново хотел бы. Но видите, вы его как будто отправите и скажете, мол, нечего мне тут заговаривать зубы, да, что было-то прошло. Но он все-таки хотел бы, видите, он хотел бы, чтобы все-таки получилось. Серьезно он вообще настроен? Как будто он с вами хотел бы поймать какую-то удачу, да, проманипулировать, как будто, не знаю, чтобы двигаться дальше. Он потом останется или уйдет? Нет, он потом уйдет. Смотрите, он для чего-то хочет вас вернуть, но как будто потом, смотрите, он планирует хитренько так убежать. Как-то он проманипулировать хочет. И еще что, зачем, чего? Ну да, он потом все-таки, ну здесь нету такого будущего прям хорошего, потому что он проверяет почву, чтобы воспользоваться или вашими деньгами, или вашей энергией, вот, да, чтобы вот, ну, как бы, с вами он может почувствовать себя мужчиной, наполниться, да, вот там вот, если он вам нравится, где-то что-то не получается, он решил к вам прийти, наполниться и уйти дальше, и дальше пойти уже. Набраться сил, чтобы бороться, видите? Энергии с вас. Будут ли от него какие-то действия? Ну, от него будут какие-то действия, но вам они не понравятся. Будут действия, да, он такой весь, этот перья свои распушит, хвост как павлин, да, будет такое, что он, что же он будет делать? А что-то сделает такое, чтобы пошатнуть вашу стабильность, видите? Что-то такое неожиданное. Знаете, его какие-то действия будут вам неприятны. Вы будете от его помощи какую-то боль причинить, что-то такое сделать или сказать. Для чего он вообще появляется в вашей жизни? Что вы не ждали возвращения прошлого. Или, может быть, вы его ждете, может быть, вы о нем думаете, и поэтому получается, что у вас энергия не свободна, как будто у вас кто-то есть. Вы не отпускаете. Если вы думаете в мыслях там о бывшем, да, ну, то есть вы его еще не отпустили, вы сливаете туда энергию. Что вы закончили ждать его, что вы поставили точку, он для этого в вашей жизни. Что вы поставили точку, прошлое осталось в прошлом, я больше не буду этого ждать. Что тогда будет в вашей жизни? Ой, тогда в вашей жизни, смотрите, тут и свидание, и вот все будет в вашей жизни, начнет двигаться вперед. Извините. Здесь могут быть новые знакомства, продвижение по карьерной лестнице, предложения о свиданиях, встречах. Здесь, знаете, как будто сейчас жизнь стоит, вы в ожидании на стопе. А вам надо отпустить прошлое, чтобы идти дальше. Чтобы ваша жизнь смогла двигаться. Не ждать, вот не стоять, у кого-то на стопе. Вот как что-то проходит, какие-то события, да, вот вы как будто стоите, как в кино. События проходят, люди проходят, а вы ждете, когда вот он вернется или вспомнит, да, или как вот они, те, с кем расстались, они могут подать о себе весточку, чтобы вы помнили о них, чтобы также сливали энергию туда. У них там, ну, это как проверка для вас. Или вы пойдете дальше, или будете жить в прошлом. Вам нужно отпустить это и идти вперед. Тогда вот движуха начнется здесь.
Да, вам может быть тяжело его отпустить, видите, тяжело, потому что он сладко говорит, очень сладко, и может быть он сам сладкий. Вот. Принимайте донаты, да, можете отправлять, конечно. Мы только недавно вроде как начали, полчаса как вот. Какие-то от него действия такие. Ну, вот я могу сказать, что тут вот как бы лучше... Ваша мечта, вы ближе к мечте не станете. Этот мужчина разрушитель ваших мечт. Вы только... Это мужчина вас будет останавливать. Вы не сможете двигаться вперед, вы не сможете развиваться. Видите, он вам все будет обрубать. То есть здесь мужчина для проверки пришел, чтобы вы поняли, что хватит ждать. Прошлое нужно оставить в прошлом, и тогда ваша жизнь сможет двигаться вперед. Какие-то события будут происходить важные в сфере карьеры, работы, отношений, стабильности, финансов, каких-то романтики. Да, вам нужно просто прошлое оставить в прошлом, идти вперед. Легче, легко, без багажа, без вот этих вот чувств, раздумий, сомнений. Не стоит. Да, и ваши страхи оставить в прошлом. Ну, не надо думать о прошлом. Вам нужно стать сильнее и обращать внимание на себя. Говорите себе приятные слова. Комплименты говорите себе сами. Посмотрите на себя в зеркало. Не надо ждать от мужчин. Посмотрите в зеркало на себя. Какая вы классная. Знаете, если вот был повод расстаться, то значит был повод. Не надо себе еще раз вот это вот вспоминать, чего-то там ворошить. Посмотрите, какая вы красивая. Сходите к парикмахерскую. Не знаю, кайфаните с подружками. Постройте глазки там кого-нибудь. Вы можете... Может, на работе за кофе ходите. Там, да, с девчонками, пообсуждайте какого-нибудь симпатичного мужчину, не знаю, отвлекитесь от чего, ну вот, на себя внимание переведите, от чего вам кайфово. Вот. Он вам даже может обещать, кстати, смотрите, да, с ним вы даже если будете вместе, вы будете одиноки, каждый сам по себе, нафига вам это надо? И ваша жизнь будет на стопе. Представляете, как бы вот, ну, живите своей жизнью. Тут для проверочки он. Пойдете вы дальше или все-таки живите своей жизнью, в общем. Давайте посмотрим подсказку. Относитесь ко всему с чувством юмора. С чувством юмора. Больше улыбайтесь. Смотрите на себя в зеркало на себя смотрите любящими глазами. Вот стала такая с утра, вся такая мохнатая, все равно такая своя, родная, и как бы, вот, ну, поухаживайте за собой, чтобы вам было классно и приятно. Если мужчина надежный, он даст о себе знать, он покажет, знаете, своим поведением, своими поступками. А если уже был повод расстаться, знаете, ваш мужчина он не даст вам уйти. Вот. Если уже вы расстались, то был повод. Не стоит, я думаю, ворошить прошлое. Он как будто может разрушить вашу спокойную жизнь. Получить свое и слинять опять. Ну, решайте сами, что с ним делать. Вот. Шанс есть, конечно, вам дается, потому что как бы но вы сами дальше решаете, хотите ли вы опять в эти чувства окунуться или нет. Вот. Ну, то есть там и боль тоже будет. Давайте посмотрим донаты, говорите. Так, в чат возвращаемся. Вот тут я, наверное, не увижу, тут мелко. Так, смотрим дальше. Сейчас для Аннет подсказки дам. У нас следующая по очереди Аннет по подсказкам. Анна Баирова, здравствуйте. Так, для Аннет подсказка, для Аннет подсказка. Доставьте себе удовольствие. Доставьте себе удовольствие.
Купите себе красивое нижнее белье. Кайфаните. Не знаю почему, ну вот, или спортивную такую одежду, красивую, когда вот тут вот топик такой, ну, в общем, купите себе что-нибудь такое. Так, Леонид, подсказка. Все в ваших руках, действуйте незамедлительно, и вас ждет успех. Хорошая подсказка. Так, вот это сначала колода, сейчас. Так, для Анет подсказка. Не пытайтесь понравиться всем. Не пытайтесь понравиться всем. Тот, кто вас любит, он и так вас любит. Для Анет подсказка. Слушай свое сердце. Сердце – самая сильная часть тела. Делай, что оно говорит. Что говорит вам ваше сердце? Прислушивайтесь к себе. Так, дальше послание из будущего. Послание из будущего для Анет. Смотрим. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Что такое важное вы упускаете? Может быть, на сообщение не ответили. Будильник на завтра, может, нужно поставить. Не забудьте завести. Вот. И мне подсказки на всех лидик пишет. Хорошо. Так, Анет, спасибо. Дальше смотрим. Оксана, Ксения, здравствуйте. Но не написали, что подсказки вам нужны. Ну, может, и не нужны вам. Светлана Кирпичева. Когда встречу мужчину по судьбе. А у нас вопросики за донаты. Вы можете донаты оплатить по ссылке. Там 200 рублей вопрос. Если вам очень надо. Подсказки у нас бесплатные. Можете написать подсказка. И вот на этой колоде вам будет подсказка. Лайки, ставьте лайки, пожалуйста. Лайки, шмайки, там вот это вот ставьте. Мне будет приятно. Так, да так, смотрим. Татьяна, донаты принимаю, я сказала, да, Катерина, здравствуйте. Подсказка, хорошо. Так, у нас сейчас Анна Баирова, подсказки. Для Анны Баировой сейчас, потом для Лидика и для Катерины. Так, Анна Баирова, подсказка. Позвольте себе быть не идеальной. Я мешала карты, я не знаю. Девчонки, позвольте себе быть не идеальными. Так что, Анна Баирова, это вам такая подсказка. Позвольте себе быть не идеальной. Ой, когда вы поймете это, когда вы себе позволите это, знаете, жизнь станет намного лучше и легче. Так, Анна Баирова, подсказка. Та-дам! Следите за своими словами, они могут обернуться против вас. Ой, не болтайте много, видимо, в вашем окружении есть какой-то такой, как сказать, доброжелатель, который может воспользоваться вашими там слабостями или тем, что вы говорите. Не рассказывайте свои мечты, то, чего вы хотите, чтобы вас это не отобрали, короче. Так, давайте, Анна Баирова. Дальше подсказка. Та-дам! Целый мир в ваших руках. Смотрите, целый мир в ваших руках. Красотища. Так, дальше. Вы сказали про нижнее белье, как раз создаю сама нижнее белье. О, крутяк! Анет, супер! Я не знаю, но мне это в голову пришло. Красивое нижнее белье. Знаете, еще такой вот пояс для чулков. Обязательно, это вообще крутяк. Шикардос, прям, не знаю, я прям увидела. Нижнее белье круто. На этом основан бизнес. Слушайте, ну я так думаю, что ни одна женщина не может отказать в красивом нижнем белье себе. Когда вы поймете, что вам не нужно кому-то нравиться, а то, когда вы поймете, как кайфовать от жизни, мне кажется, девчонки чисто для себя будут покупать вот этот кайф. Не знаю, мне нравится нижнее белье. Я бы к вам пришла. Это очень классно. Ну, давайте дальше продолжим. Подсказки. Для Анны Баировой подсказка. Отключи голову, отключи разум и доверься своей интуиции. Она поможет сделать правильный выбор. В общем, делайте выбор не головой, а интуицией. Прислушайтесь к себе, что вы чувствуете, где вам будет хорошо. Не уговаривайте себя головой, что вот это было бы правильно.
Нет, делайте так, как было классно бы вам. Чтобы внутренний ребенок просто кайфовал, такой, давай, 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 круто, круто, круто. Это я сделала это, я рада, вот так вот, ну как бы, вот, ну, прислушайтесь к себе. Вы будете моим клиентом, да, вообще, я вот только за. Я первая, кто там в очереди, я бы с радостью, да. Обожаю классное нижнее белье. Кстати, тяжело найти хорошее нижнее белье. Да. Так, давайте дальше смотрим. Анна Баирова. Послание из будущего вам. Смотрите, какое послание. Ты ограничиваешь свои возможности. Пора выходить из зоны комфорта. Смотрите, там целый мир. Целый мир за этой дверью. Выходите из зоны комфорта. Не бойтесь, что там будет страшно, неизвестно и тяжело. Попробуйте. Это все-таки новые возможности. Дайте себе, не знаю, позвольте себе больше, разрешите себе то, что вы хотите. Спасибо, Анна Баирова. Так, дальше. Для Лидика. Подсказки. Для Лидика. Та-дам! Откажитесь от всего ненужного. Что там у вас ненужное? Подумайте, что вам не нужно. Что в вашей жизни только мешает вам, не дает вам идти дальше. Что такое ненужное? Надо от чего отказаться. Так, дальше. Пришло время избавиться от всего ненужного в голове и в жизни. Лидик, смотрите, это уже вторая подсказка. Такого не было. Вот эта подсказка, кстати, первый раз. Избавиться от всего ненужного в голове и в жизни. Подумайте, что бы это могло значить. Подумайте, действительно ли вам нужно то, что у вас есть. Насчет всего. Окружение, общение, вещи какие-то. Вот, поэтому, ну, не знаю, чего это касается, вам виднее. Так, для Лидика подсказка. Не спешите, все сбудется в лучшее для вас время. Смотрите, все сбудется в лучшее для вас время. Не спешите. То есть всему свое время. Подождите немножко. Подождите. Еще не время, видимо, не пришло. Так, для Лидика подсказка. Ты не в лучшей форме. Ты горячая штучка, это факт. Приведи себя в порядок. Пусть все увидят, какая ты на самом деле. Так, сладкое на ночь не едим. Приводим себя в форму. Вот. Конфетки выплевываем, доедим завтра. Так что приведите себя в форму. Это может касаться здоровья, внешнего вида, физической формы, там, да. То есть посмотрите, где вам хотелось улучшений. Займитесь, обратите на это внимание, займитесь этим. Добрый вечер, Зарина, да, можно подсказку. Сейчас мы смотрим послание из будущего для Лидика. Смотрим для Лидика, что там скажет. Ой, не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Видите, если вам нужна помощь, попросите об этом. Если вы чего-то не умеете, вы можете кого-то попросить, вас научат, подскажут, куда обратиться, что сделать. Да, и ну, подумайте, как это, что это, ну, чего это касается, как это сделать. Так, Екатерина, подсказка. Так, для Екатерины подсказка. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Екатерина, это ваша подсказка. Сделайте для окружающих что-то хорошее. Поставьте лайк, и вот это будет хорошее. Или на ваше усмотрение. Делайте все, что хотите. Что-то хорошее сделайте. Так, дальше у нас сейчас посмотрим. Так, для Зарины подсказка. Сейчас все будет. Сейчас все сделаем. Подсказка для девочек моих, да? Так, для Зарина. Зарина, отпустите прошлое. Вам нужно отпустить прошлое. Что-то вас держит и не позволяет идти в будущее. Можно не подсказку. Не подсказку, послание. Давайте еще посмотрим. Екатерина, спасибо. И вам спасибо. Приходите на эфирчики. Так, послание из будущего для Зарины еще. Посмотрим. Перестань искать себя, создай. Расслабься и представь идеальный образ себя. Детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь.
Чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом? Начни создавать себя прямо сейчас. Сейчас, кстати, самое время. Лето. И худеть легче. И продукты уже вкусные есть. Можно купить. Благодарю, Зарина, вас тоже. Спасибо, что пришли на эфирчик. Так, ну давайте теперь посмотрим 10 посланий из будущего. Сейчас я проверю, донатиков если нет, сделаем 10 посланий из будущего. Это общий расклад будет у нас. Да. Сейчас вернусь. Сейчас напишу. Это общий расклад, будет 10 посланий. 10 посланий. Так, соскочила тут. Нажала не туда, и все. Курсор убежал. Так, 10 посланий из будущего у нас сейчас будет. Можете загадывать цифру от единички до 10. Можете 2 цифры загадать. Ну, как хотите. Вот как вам захотелось. Хоть 3 загадывайте. Можете на разные ситуации. И это просто послание из будущего на данный момент. Я тоже загадаю. Я тоже хочу с вами. Так. Послание из будущего. Единички. Кто загадал цифру 1? Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой. Смени имидж. Покупай новые продукты. Сделай что-то необычное для себя. Ну, единички. Приступайте. В общем, думайте, что там нужно вам сделать. Двоечки. Двойки. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. Вот, ну как бы им виднее там, да, кто это все вот это делает. То, что происходит сейчас, во благо. Видимо, так и должно быть. Троечки. Вижу вот этот. Троечки. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Кто-то близкий может вам что-то посоветовать, так что прислушайтесь. Четверки. Тебе нужно побороть свой страх. Только действие побеждает страх. Боишься? Действуй. Действуйте. Перестаньте бояться. Пятерки. Ой, пятерки, оставь это в прошлом. Пришло время опустить эту ситуацию. Двигайся дальше. Отпускаем что-то там. Идем дальше. Шестерки. Ой, не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Так, семерки. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Хвалите себя. Семерки, восьмерки. Смотрим. Ты на пороге нового этапа своей жизни. В самое ближайшее время тебя ждут колоссальные изменения в лучшую сторону. Вот так вот, восьмерки. Девятки. Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас тебе это кажется дорого. Купите, о чем вы мечтали. Десятки. Эта ноша слишком тяжела для тебя, ты не обязан ее нести. Так, десятки. Что вы там несете? Вам не нужно. Вы без этого прекрасно можете обойтись. Так, сейчас. Надо кое-что сделать. Что-то надо сделать нашей большой спичкой. Ну, давай. Зажечь еще одну свечку. Свечка у меня погасла, сразу следующую. Сразу следующую ставлю. Так. Сейчас посмотрю донатики. Донатик есть, донатик. Так, что осчастливит ближайшее будущее? Так, Зарина, смотрим. Все подсказки в тему. Интернет тормозит, только посмотрела, Лидик. Ну, видите, как хорошо. Ну, имейте в виду, примите к сведению, подумайте и идите вперед, чтобы все получилось хорошо. Так, для Зарины. Ой, смотрите, какая-то приятная встреча, что вас осчастливит в ближайшее время. Вы будете общаться с приятным вам человеком.
Вы, может быть, будете или пить алкоголь, или чай, и приятно беседовать. Здесь какая-то приятная беседа, встреча с человеком, с которым вам хорошо, ну, с которым вы, возможно, дружите, или такие, ну, дружеские отношения у вас. Может, даже здесь чувства какие-то, может быть, противоположным полом. То есть здесь будет приятная встреча, приятное общение с человеком, который вам приятен, который вам нравится, которому нравитесь вы. Вот такое вот будет в ближайшее время. И как будто вы вот то, что вы уходите с какого-то места, вы правильно делаете. Вы как будто откуда-то уходите, и вот то, что вот вы сделали, вот это действие, оно запустит какую-то цепь событий. Очень быстро, очень много. То есть то, что вы откуда-то уходите, вы делаете правильно. Или с какого-то места, где вас не ценят, да, или где-то, где вам уже плохо, от каких-то отношений, от каких-то людей, от обстоятельства, от ситуации какой-то вы можете уходить, все, вы решили ее закончить, уйти оттуда, и вы тем самым побеждаете как что-то, какой-то урок проходите, вы не знаю, первое место занимаете, вам дают приз, молодец. То есть вы добьетесь чего-то такого, что вам принесет успех, вы будете довольны, как будто вы получили то, что вы хотели, по ощущениям вам будет очень нравиться. Но дальше тоже нужно будет дальше бороться, идти к своим целям, да, и вот после того, как вы сделаете, вот уйдете от чего-то, ваши события начнут развиваться очень быстро, притом много всего в вашей жизни начнет происходить. Как будто ваше одиночество останется позади. Какие-то вот эти ссоры, недопонимания, вот эти вот, это все останется позади далеко. А это что? Вы можете думать о каком-то мужчине. Не знаю, что он тут вышел, что ему надо. Как в ваших мыслях может быть какой-то мужчина, который далеко и который, возможно, стоит перед выбором. Как он вообще к вам относится? Ну вы его... Какой-то мужчина просто думает о вас, которого вы уже отправили далеко и надолго, с которым вы расстались и не приняли его, потому что он вас как-то обманул, что-то вам не договорил. Как-то вот какой-то мужчина. Вы сделали правильно, что его отправили от себя подальше. И вот он думает о вас, он думает о вас. Он бы хотел восстановить с вами отношения. Тот мужчина, которого вы отправили далеко и надолго, хотел бы восстановить с вами отношения, вернуть все, так сказать, на круги своя, но нет. Ну нет, вы уже свободная, вы уже идете дальше, то есть вы эти отношения оставили в прошлом. Вот то, что вы оставили в прошлом, пусть там так и будет, вы уже дальше пошли. Да, вы сделали правильно. Вот вы сделали какой-то поступок, да, смотрите, что у вас сейчас должно закрутиться уже хорошие вот эти вот события должны приходить в вашу жизнь. До этого у вас тут было очень тяжело, а теперь в вашу жизнь должны приходить какие-то хорошие события. Когда вот вы ушли от чего-то тяжелого, и сейчас что-то хорошее должно прийти в вашу жизнь. Хорошие люди. Знаете, вы можете переехать куда-то, сменить место работы, но это будет то место сейчас, то, где вы должны быть. Вот сейчас вот вы двигаетесь в то место, которое вот для вас уже запланировали, вы должны там оказаться обязательно. Это точка вот вашей жизни, да, вот как ваша жизнь, например, расписана, или какие-то события должны быть, да, вы можете там их менять как-то, да, вот уходить, но вот какая-то, вы должны быть вот в каком-то месте обязательно оказаться. И вот в этом месте вот вы сейчас окажетесь, я не знаю, это как будто вы там должны быть, ну вот вы там отметитесь, будете там. Это для чего-то нужно. Очень быстро начнут разные события в вашу жизнь приходить, много всего. Здесь как будто вам дается шанс изменить свою жизнь, свое будущее. Вот то, о чем вы мечтаете, то, как вы хотите, вы это можете. Вот сейчас такие вот энергии происходят. Вот это очень хорошо, что вы откуда-то ушли или что-то решили оставить в прошлом. Вот.
Вот здесь как будто дается вам энергия, шансы, возможности, чтобы вы могли реализовать свое будущее, построить бы это будущее, как вы хотите. Ну и что такое счастливое? Это какая-то приятная встреча, беседа и общение. Не знаю, свидание, может быть. Ну, как бы приятное такое. С финансами какая-то стабильность может прийти. Как будто вы решили, что все, так раньше не будет. Как будто вы как-то зависели в финансах от обстоятельств, от людей, вам приходилось бороться. Да, это эмоционально вам было очень-очень тяжело, очень просто. Вы думали, выйду замуж и все наладится. Да, но никак не получалось. Теперь как будто заканчивается тот период, когда вам нужно бороться. Или вот он приходит к концу, потому что вот вы боролись, вам было тяжело, там, да, и как бы там зависело не все от вас. Здесь как будто начинается такой период, когда все зависит от вас, когда уже не зависит от других людей. Как будто открываются для вас дороги. У вас, в общем, в вашей жизни идут много разных событий, так что общайтесь, принимайте вот это вот, двигайтесь. Здесь много разных событий будет в вашей жизни происходить, но самое главное, это вот какая-то приятная встреча и общение, свидание, общение, не знаю, вот с кем-то, приятный человек. И вот то, что ваши события меняются, много хорошего будет приходить. Маленькое такое, может быть, все по чуть-чуть, но вот много всего хорошего, возможностей. Вы можете как-то будущее свое перестроить, как вы хотите. Какие-то возможности будут приходить, поэтому рассмотрите их. Не знаю, тут, в общем, не показывает. В общем, много всего разного. Вот, дальше будет. Но вот самое основное я сказала про встречу и про изменение вот это вот. Вот. Какое-то приятное общение, какой-то приятный человек, приятное... Какое-то решение хорошее, правильное приняли. Теперь сможете моделировать свою жизнь, как вы хотите. Ваши действия, они будут как бы залог вашего будущего, то, что вы будете делать сейчас. Подсказка. Мечтайте и действуйте, ваши желания обязательно сбудутся. Видите, мечтайте и действуйте. Сейчас все ваши действия, они как фундамент для вашего будущего хорошего. Вы сейчас вот можете заложить. Вот, так что сейчас такое вот у вас такие события. Так что, Зарина, спасибо. Давайте будем... Так, давайте теперь будем смотреть, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая следующая. Ставьте лайки, пожалуйста, да, кому нужны подсказки, пишите подсказки или подсказка. Да, подсказки у нас бесплатные, вопросики у нас за донат, если что, донат 200 рублей. Так, сейчас мы будем смотреть общий расклад. Будет 3 позиции. Можете пока загадать, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Так, что я тут написала? Лишнюю букву. Чтобы неделя была хорошая. Так, смотрим вообще раскладик. Так, 3 позиции. Сейчас быстренько пробежимся по 3 позициям. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Девочки, первая позиция. Что делать и что не делать. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно относиться к жизни легко, нужно флиртовать, общаться, легко и радостно все делать, не знаю, доверьтесь своей интуиции, делайте то, что приносит вам удовольствие, занимайтесь любимым делом, любимым хобби, встречайтесь с теми людьми, которые вам приятны. Можете флиртовать, здесь разрешается флирт вообще во всего. Вот, говорит, приятные слова, такое вот у вас, такое общение, здесь общение. Вот.
и принимайте вот эти новости, которые будут на этой неделе. Какие-то новости вы будете узнавать, какие-то известия. Кто-то может будет разносить известия так из уст в уста, и вы чего-то можете там узнать. То есть здесь общение, просто открытое общение, флирт по-дружески, вот так вот и все. Что не нужно делать? Здесь не нужно сильно заботиться о какой-то стабильности, сильно заниматься какими-то финансовыми вопросами. Есть какая-то легкая неделя у вас. Здесь неделя, когда вы должны прислушаться к своей интуиции, к хобби, там, заниматься тем, что вам нравится. Здесь, знаете, на этой неделе можете отложить занятия спортом, хотя я не советую, но здесь вам говорят, вы можете там как бы поблажки себе устроить, да, вот, можете немножко меньше работать, меньше заниматься спортом, это нормально, вам говорят, отдохните, больше кайфаните, то есть больше на свои удовольствия здесь. Не на то, что вы привыкли делать, какая-то стабильность, да, больше уделите внимание своим вот этим радостным моментам, которые делают вас счастливыми. Ну что-то такое, побалуйте себя. Здесь как-то так. Общайтесь, если вы хотите общаться. Флиртуйте. Двоечки. Что делать, чтобы неделя была хорошей, и что не делать, чтобы неделя была хорошей. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь больше выходите гулять. Вот. Здесь можно заниматься спортом, делать покупки, искать скидки. То есть вот будьте везде, общайтесь, ходите по магазинам, там что-то покупайте для себя, да, занимайтесь спортом. Здесь как-то будьте активны, занимайте активную позицию. Готовьте там что-нибудь вкусненькое, что вы там, ну то есть что-то активное делайте. Будьте и здесь, и там. Финансы грамотно тратьте, то есть смотрите, поэтому говорю про скидки, скидки и распродажи. То есть смотрите, много не тратьте денег, тратьте грамотно, тратьте на свое удовольствие, делайте себе приятные покупки, но смотрите, чтобы бюджет не пострадал, то есть контролируйте траты, пожалуйста. Что вам не нужно делать? Вам не нужно оставаться дома. Но не нужно вам сидеть дома, гонять чаи, там, да, заниматься там уборкой, ну не нужно. Сходите куда-то наоборот, на природу, на фитнес, в общение, в люди. То есть дома сидеть здесь, ну не нужно, как бы, не закрывайтесь. Погода хорошая, гуляйте, общайтесь, дома сидеть. Побудете, еще зима придет, и как бы так. Троечки, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, здесь заниматься своей карьерой, ладить со своим руководителем, ладить с мужчиной, который, возможно, рядом с вами, да, не стоит с ним ссориться, общайтесь. То есть, вот, но здесь занимайтесь карьерными вопросами своими. Если там будет шанс поговорить о повышении, поговорите. Шанс повысить вам зарплату, там, да, вы тоже поговорите о том, чтобы повысили вам зарплату. Если возможность, а что нужно сделать, чтобы повысить зарплату? Да, то есть вы можете поговорить все, что касается карьеры, да, здесь активные действия, да. Ездите куда-то там, общаетесь, здесь очень много коммуникаций, движения, общения. Вот это вот вам показано. Страсть тоже показана на этой неделе. Так что вот, будьте страстны во всех своих начинаниях. Что не нужно делать? Не нужно думать, что вы недостойны чего-то. Не нужно думать, что кто-то вас не замечает и что-то у вас не получится. Вот, не нужно себя жалеть. Не нужно там, не знаю, бездействовать. Не нужно думать о плохом, плохие мысли отгоняйте, не нужно вот много вот этого вот надумывания. Так что вот так вот. Такой вообще расклад получился на 3 позиции. Так, подсказки кому нужны? О, видите? Сделала все-таки ошибку, когда писала. Я когда пишу, я же не вижу, что я пишу. У меня здесь очень мелко, у меня ноутбук очень мелко, я вообще на нем не вижу. И вот я сейчас увидела, что я ошибочку сделала. Вот, я думаю, вы тоже увидели. Вот. Так, давайте я сейчас посмотрю. Донаты гляну, если донатов нету. Так, смотрите, донатов больше у нас нет. Ой, где я? Тут как-то окошко потерялось, потом оно появилось. Ладно, я уже напугалась, думаю, что такое. Ну что, ребята, девчата, подсказки все получили. Кому еще нужны подсказки, пишите быстрее, потому что у меня уже донатиков нету.
общий расклад мы сделали. Значит, я вас сейчас буду обнимать. Я вас обнимаю, всех крепко целую. Желаю вам классной недели. Увидимся с вами в следующую субботу. Приходите 21:30 по московскому времени. Будем с вами смотреть подсказки для вас. Если нужна подсказка, пишите подсказка. Если подсказки, то подсказки будут на 5 колодах. Плюс послание из будущего там, да? Имейте в виду. Ставьте лайки, кому понравилось. И кому не понравилось, тоже ставьте лайки. Ну, просто ставьте, если хотите. Если не хотите, то не ставьте. Вот. Желаю вам классной недели. Пусть у вас все получится. И, в общем, увидимся с вами в следующей неделе. Так что не скучайте. Все, пока. Так, заканчиваю. Буду заканчивать.